У меня в мастерской очередные обновки. Давно мечтал об новых шуруповертах. Пользовался последние лет 7 вот такой штукой. И то, до этого пользовался обычной отверткой и не понимал, шуруповерт, да нафиг он нужен нам, этот шуруповерт, все можно сделать отверткой. Но когда мы открывали свою студию, выезжая из Икеа с забитой под завязку машиной со всякими шкафами, тумбочками, полочками, я подумал, что отверткой крутить я устану. И заехал в Леруа, нашел самый недорогой шуруповерт, или как он, электроотвертка. Ну, в принципе, это даже по характеристикам это дрель. И я вам скажу, ни разу не пожалел, и ни разу он меня не подвел. Единственное, что он сейчас очень начал быстро разряжаться. Ну, наверное, я его пару раз перегрел. Вот, и вполне себе этой отверткой я был доволен. А пару месяцев назад я на всеми известном сайте с инструментами наткнулся вот на такую штуку. Увидел в аукционных товарах тушка шуруповерта, ну, без аккумулятора, без зарядного устройства, с хорошим патроном, с ударной функцией, всего за 2000 рублей. Я подумал, блин, надо брать. Расчет был такой, что возьму сначала тушку, потом более недорогой, чтобы там было в комплекте 2 аккумулятора и зарядное устройство. Ну, в общем-то, так оно и вышло. Единственное, я ждал акции на второй шуруповерт, ждать пришлось пару месяцев. Но я дождался, купил второй шуруповерт в районе 6500 рублей. В общем, тоже мне повезло. В общем, я сейчас довольный. Так, что еще рассказать? Кроме цены в этом шуруповерте, мне понравился патрон. Это стальной, это не пластик, как у большинства отверток. Возможно, это плюс, конечно. Может быть, это в пластиковом патроне, не знаю, вес или какие в нем еще могут быть плюсы по сравнению с металлическим. Но я думаю, что металлический он надежней. И больше всего мне понравился момент затяжки, когда он вот тактильно очень интересный, и звук. Сейчас я попробую включить, когда затяжка патрона. Такие щелчки с отдачей. Кто пользуется давно металлическими патронами, это, наверное, есть такие патроны уже в сверлильных станках, скажут, да и 100 лет уже такие делают. Но я первый раз с этим столкнулся, и поэтому впечатление произвело очень сильное. Ударная функция. Я думаю, что очень сильно пригодится при закручивании каких-то тяжелых саморезов, толстые бруски дерева. Уже сейчас оценил, намного легче закручивал в брус 10 на 10, но точно могу сказать, что закручивать с ударной функцией шуруповерта намного легче. Так, что здесь еще? Здесь регулировка крутящего момента, чтобы не перекручивать саморезы, ударная функция. Но вот эти вот два значка мне непонятно. Понятно, что это сверление, но что именно, почему их два, мне непонятно. Скорость вроде бы не меняется. Кто знает, ответьте, пожалуйста, в комментариях. И переключение с шуруповерта на дрель. Кнопка реверса, лампочка подсветки. В принципе, ну, не такая яркая, но достаточная, чтобы подсветить шуруповерт. Так, аккумуляторы. На аккумуляторах есть датчик уровня заряда. Зеленый, красное и желтое. Во время зарядки они поочередно моргают. Когда перегреваешь дрель, аккумулятор не заряжается. Сначала втыкаешь в зарядное устройство, и он начинает заряжать только после того, как остынет. В общем, там есть система защиты. Почему у меня 2 месяца ушло на покупку второй дрели? Я почему-то подумал, что возьму вторую дрель с обычным патроном, с пластиковым, и более дешевую, там порядка 4-5 тысяч вышел бы комплект простого шуруповерта и 2 аккумуляторов с зарядником. На самом деле оказалось, что тот же самый Redwerk выпускает аж 4 вида аккумуляторов. То есть это начальный уровень, то есть Redwerk Basic. Очень похожие аккумуляторы на эти, но посадочное гнездо у них другое. Потом у них есть такие отвертки с такого типа аккумуляторов. Ну, я, конечно, это все, это, по-моему, 5-й тип аккумулятора. В общем, разумеется, его не рассматривал, но есть и такие. Потом, после Basic есть вот та серия, которая в пределах 5000 стоит. Очень похожие аккумуляторы, но
Опять-таки, посадочное гнездо у них другое. Здесь всего лишь 3 пина. И на мой шуруповерт не подходит. Следующая серия это эта серия. Это уже 3-й вид аккумулятора, не считая таких. Вот, он уже подходит на мои шуруповерты и еще подходит на несколько устройств, которые выпускает Redwerk. Это шлифовальная машинка орбитальная есть у них, по-моему, электролобзик, электро-УШМ. Не аккумуляторный. Еще болгарка, по-моему, у них есть. Болгарка. Циркулярная пила у них есть в этом, с такими же аккумуляторами. То есть фактически вот эти аккумуляторы, они подходят на всю линейку Redwerkской аккумуляторной техники. Пока у меня нет в планах покупать парк аккумуляторной техники, но лобзик на аккумуляторе я почему-то хочу. Потому что иногда где-то что-то быстренько отпилить. Лобзик, мне кажется, именно для этого и предназначено, чтобы пилить вот всякие такие истории небольшие. Как избавлюсь из своего зубра, который вот так вот пилит, полотно постоянно сбивается. Ну вот, возьму себе аккумуляторный Redwerk. И есть еще одна серия шуруповертов бесщеточные. Там идет вообще другие аккумуляторы. Почему-то они не сделали одной же серии. Они опять-таки в эти гнезда не встают. И зарядники, по-моему, тоже не подходят. В общем, китайцы не перестают удивлять. Что могу сказать по производительности? Как только купил вторую тушку, сразу же испытал на большом проекте. Ну, большой он именно для дрели. Делал пегиборд или пегборд, правильно как он называется. В общем, доски состоят из множества отверстий и уже произвольно втыкается. Ну, что-то похожее на французскую планку, только принцип немного другой. Но схожесть есть. Не такая универсальная, но есть. Выглядит эстетичней. Одного заряда аккумулятора хватило примерно на 40-50 отверстий. Ориентировочно, но не меньше 40 это точно, потому что два аккумулятора, они заряжены были по-разному. Вроде бы емкость аккумулятора, наверное, нужно разогнать. Она, наверное, выровняется, потому что в комплекте два одинаковых аккумулятора, у них емкость должна быть одинаковая. Что за отверстие? Это фанера 25 мм, то есть достаточно толстая и не шибко сильно дорогая оснастка. Это сверло Форстнера на 23 мм. То есть Форстнер 23 мм, фанера 25 мм. Ну, это достаточно нагрузка, я думаю, почти 50 отверстий. То есть, мне кажется, вполне себе достойный результат. Я, конечно, особо сравнивать не с чем, но только с этим, но здесь хватит на отверстий 5, и было бы очень хорошо. Вообще, я даже не надеялся, даже когда купил, начал проект, я думал, что буду сверлить перфоратором с надетым патроном. Но оказалось, что вполне себе, вот у меня 3 доски, и я их просверлил, по одному разу только аккумулятор зарядил. Вот, я думаю, что я пока покупкой доволен. Возможно, вы мне там напишите в комментариях, что вот, ты не пробовал там Makita, Metabo и так далее. Ну да, не пробовал. Да, у меня сравнить не с чем. Я могу сравнить сейчас только цены. Шуруповерт аккумуляторный с ударной функцией вряд ли вы купите даже за 8 тысяч. А тут мне обошлось 8 тысяч аж 2. На одном, правда, нет ударной функции, но как дрели они работают одинаково. Вот, собственно, хотел это вам рассказать. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я думаю, что вполне себе достойный инструмент за свои деньги. Но опять-таки, если с ним что-то случится, если они как-то по-другому себя будут вести, я обязательно постараюсь честно вам об этом рассказать. Сниму видео, и никаких секретов у меня от вас не будет. В общем, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего.